Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, здравствуйте. Доброе утро, Саша. Всем здравствуйте. Василий Дмитриевич, ночь была тяжелая, и утро было тяжелое для Одессы, Николаева. В общем, в Одессе блэкаут, нет воды, непонятно, как будут справляться, потому что удары серьезные. Ну и вовсю как бы публикуют мощные пожары и остатки подстанций, да, которые питали Одессу. Я с этого хотел бы начать, как с, такой точки, да, от которой мы можем оттолкнуться и пойти дальше. Ну вот, например, ночью по нашему как бы поясу Трамп говорит: я пока не хочу говорить о свободной экономической зоне на Донбассе, об вот этих подлогах, да, что у нас, смотрите, а, как бы отвод войск, это не отвод войск, а создание буферной зоны, это не сдача территории, а это как бы свободная экономическая зона. Европейцы счета навечно или там очень надолго заморозили, говорят: вот смотрите, Украина, для вас теперь есть деньги. То есть мы видим, как вот эти, казалось бы, абсолютно теоретические какие-то достаточно узкоспециальные вещи подаются в большие массы аудитории, а имеют вот такие последствия, как в Одессе, например. Ну и понятное дело, вот тоже все говорят: вот, смотрите, мы атакуем суда, нам Трамп разрешил. Атлантик это написал. Мгм. Теневого флота имеется в виду. Ну, была же реакция, что будет ответные меры по другим судам других стран, которые заходят в порты Одессы. Вот, пожалуйста, вчера прилетела по турецкому судну. Сегодня выключается в блэкаут Одесса. И это все звенья одной цепи. Как бы нам не пытались подать, что вот смотрите, какие злые негодяи русские, они говорят: Одесса русский город, и оставляют его без жизненного пространства. Кажется, что вот эта логика, она полностью присуща вот этим договоренностям вокруг мирного плана. Если это так, и если условно вот эти все вещи и контакты нужно оценивать со стороны опасности, то какой еще эскалации нам ждать в дальнейшем? Вы, во-первых, вы призываете к логике, вы мыслите логически, и вы пытаетесь разделить в вашем вопросе, в вашем суждении, вы пытаетесь разделить сущностное, то есть суть происходящего, и пиарное. Да? Одесса – это сущность. Вынос порта, вынос энергосистемы в Одессе, теплоэнергоцентралей, ТЭСов, подстанций – это сущностное. Удар ракет как Российской Федерации по территории Одессы, в частности, вы сказали, мы можем привести и факты, как удары ВСУ или СБУ по энергетическим объектам Российской Федерации, в том числе, кстати, вот СБУ хвастается о том, что ударили по одной из вышек в Каспийском море. Да, то есть это сущностное, да, но почему об Одессе? Потому что это более важно. В каком смысле? Выносят энергетическую систему Украины. Именно так я бы сказал, потому что то, что бьют по Одессе, или бьют по Киеву, или били там по Кременчугу, били по Кривому Рогу, били по Павлограду. Если мы смотрим на карту Украины в целом, то мы видим, что вот вы сказали блэкаут в Одессе, а блэкаут в Сумах уже которую неделю идет. Областной центр на северо-востоке Украины, ну, по моим подсчетам, уже около месяца. Кто-то говорит 75% города в блэкауте. Иногда весь город, а напомню, до 2022 года там, ну, по данным вот объективным, 275 тысяч людей проживало. Это областной центр, и он выключен полностью. Да? Частично был в блэкауте город Киев, столица Украины. Несколько районов находились в блэкауте без света. Так вот, самое сущностное – это какая температура вообще по Украине сейчас, на сегодняшний день? В Одессе пока еще плюс, но в Киеве уже минус.
да и во многих других городах минус. Я к чему привожу? Когда выносится энергетическая система Украины, и я слышу украинских чиновников, которые говорят, что да нет, у нас все нормально, мы закупили генераторы, аптеки и торговые центры работают, население закупило генераторы, да, это есть. Но если Украина чувствует, а это уже пишут многие, и это уже официальная конфирмация от ДТЭКа, от руководителей энергетической системы, они говорят о том, что выключается свет не по графику, а просто выключается свет. Ну, то, что мы употребляем термин blackout, да? По-простому это выключение света на несколько дней, на несколько суток. Выключается все. А если нету света, нету, понятное дело, нету... Дальше мы смотрим, да, нечем зарядить батареи, телефоны, много-много чего происходит, да. Но нужно замещать электроэнергию, и Украина покупает ее на Западе. Покупает, есть деньги или кредитные деньги, но проблема в том, что ту электрическую энергию с Запада нельзя передать на Восток. Ну, так устроена энергетическая система Украины. И поэтому север, юг и будет все остальное дальше по Востоку, это вот приближение зимы, температура, когда падает, да, можно предположить, я бы не хотел этого, но если мы говорим о логике того, что опасности, да, как вы сказали, то вот какая главная опасность. Главная опасность та, что огромная часть территории Украины, население, люди в скором времени будут выключены. Будет блэкаут не в городах части или там территориях, а вообще на какой-то огромной территории Украины, вообще она погрузится в темноту, да. Вот это проблема, и это то, что надвигается, это то, что нас ждет. Еще раз говорю, не дай бог, но это объективно нас ждет через неделю-две. А в этой ситуации, когда зима, когда холода и когда нет электроэнергии, наступает дальше процесс. Это еще одна, это самая большая трагедия. Потому что перестанут работать канализации, перестанут работать отток. Воды не станет, да? Вода не сможет подаваться, потому что трубы забьются. И тогда что делать? Нету света, нету тепла, канализация не работает. Саша, я не хочу, вот знаете, так в черных тонах все изображать, но мне представляется, что когда будут температуры ниже 15 градусов, да, и перестанет двигаться транспорт, начнется следующая проблема. И вот она основная. Она основная, потому что тогда люди останутся без пропитания. Люди в больших городах, в больших центрах, миллионниках останутся без поставок питания. Наступит, возможно, ситуация приблизительно к голоду. Что тогда будут делать люди? Что тогда, чем они будут заниматься? Простые, вот наши с вами родители, вот такие люди, как мы. Что будут делать киевляне? Что будут делать одесситы? Уезжать. А если, Саш, это хорошо, если есть куда уехать. А если есть некуда уехать, и начинается вот нет электроэнергии, наступили холода, и вот-вот голод, мне кажется, что тогда население Украины может быть доведено до такой точки, что людям будет некуда ехать и нечего терять. Я не говорю о слове бунт, я не говорю о слове революция, но это именно вот эта точка, куда заводят общество. Кто заводит украинское общество в эту точку? Вот это главный вопрос. И что можно сделать для того, чтобы не доходить до этого? Чтобы люди, по крайней мере, вот эти миллионы людей, которые живут на Украине, они понимали, что есть возможность выжить, есть возможность стартовать с этого дна. Не опускаться до голода, а остановиться и выжить. Вот мне кажется, вот эта сущность, которая, ну вот, собственно говоря, меня она интересует, меня она волнует. Василий Дмитриевич, ну давайте так. Встречается Путин с Эрдоганом и говорят: Эрдоган, да, давайте не бить там мораторий на вот такие удары. И в этот же день прилетает по турецкому судну, которое, как ни парадоксально или как ни символично, везло генераторы в порт Одессы. Да. Генераторы разного типа, они там для бизнеса, для все понимают, что нужны генераторы. И это все происходит. МИД выдает турецкие сообщения, что вот, давайте, в общем-то, останавливаться, мирное соглашение. До этого Хакан Фидан обрисовывает фон встречи Путина и Эрдогана, говорит о том, что да мы как бы вот
призываем Украину территориальные потери, ну, в общем-то, признать, для того, чтобы, в общем, это тяжелый выбор, пускай никому в мире не будет такого выбора предоставлено судьбой, но мы вот... И это Турция, которая Крым не признает, которая, ну, вот у нее всегда такая специфическая история. Да. Получается очень странная штука. Своими ударами Зеленский добивается геополитической реакции абсолютно противоположной той, которую, наверное, задумал и хотел бы, чтобы она была. То есть вместо того, чтобы показывать, что это вот наши санкции, это вот мы вот такие герои, такая сторона, как Турция, которая как бы пострадавшая, по ее же кораблю прилетела, ну, делает заявление абсолютно противоположное ожиданиям Киева. И я это все, вот эту, от этой черной зимы, если оттолкнуться, то это же прямо выводит нас на тему обмена территорий, землями, выход из Донбасса, который обставляют каким-то непонятным макаром, но без которого не обойтись. И тут же возникает главный момент. Не в этом ли задумка довести ситуацию до полного цугундера, а потом, в общем-то, в таком положении все и примут. Вот даже историю с Купянском многие вчера не поняли. Ну, вот Зеленского с фотографиями. Ну, не поняли. Ну, приезжает, фотографируется. А где же эти дроны? Буквально 2 дня назад нам публиковали Купянское направление, там все в этих лесках, FPV-шках. Да. Сегодня тоже такое видео даже щемит где-то в сердце, насколько все черствые стали. Сову спасли военные, она запуталась в этих лесках остатков от FPV и выпустили ее. То есть мы понимаем, что нам нужно довести до какой-то критической точки, и тогда никто не обратит внимания о том, что вы сдали Донбасс там, и пошли на похабный мир. В этом задумка у Зеленского. Саша, Турция, Эрдоган, Зеленский и пиар. По пиару я скажу очень просто, потому что это не существенно, это не суть того, о чем мы с вами начали говорить, и я бы хотел продолжить. Но, тем не менее, она существует в нашей жизни. Зеленский – это пиарщик, Зеленский – это актер, Зеленский – это клоун. Поэтому, ну, слушайте, мы избрали такого, украинский народ избрал такого человека, вот теперь имеем то, что имеем. Человек, к сожалению, Зеленский, как человек, он неграмотный, хоть он и юрист, но он не прочитал, даже за это время он просто-напросто не прочитал, какие у него права и обязанности. Вот, собственно говоря. Юрист, это потрясающе, Василий Дмитриевич. Ну да. Так вот, если бы он хотя бы почитал и ему бы рассказали люди, в чем его функции, возможно, он бы так себя не вел. Но маємо те, що маємо. І от он приїжджає в Куп'янськ з колечком, з цим айфоном. Слушайте, ну, мене рве від цього, блювати хочеться. Ну, я кажу так, як у мене була перша реакція. А дальше я смотрю на другой город, другой пиар, где Владимир Соловьев ходит по Покровску, он говорит, что это уже не Покровск, это Красноармейск. Он, кстати, ходит пешочком, за ним идет группа, снимают, журналистская группа, навстречу идут военные, он показывает объекты, идет спокойно по городу, говорит, это технический университет. То есть Владимир Соловьев, как пиарщик, как пропагандист, как профессиональный журналист, как вы хотите, так к нему относитесь, но вот он показывает эту картинку. И параллели с картинкой Соловьева есть картинка некого Зеленского, не президента страны, не профессионала, а вот человека, который занимается пиаром, дешевым пиаром. Вот есть дорогой пиар, а есть дешевый. Вот можно ли сравнить эти вещи? Он даже не понимает, Зеленский даже не понимает, кто с ним играет и как. То есть ему говорят, если ты хочешь снять, то вот сними вот так. По крайней мере, мы тогда тебе поверим. Может быть. А если ты сам себя снимаешь, непонятно, когда это была съемка, где это была съемка. Ну, это монтаж, не монтаж. Это я вот по поводу пиара. На этом давайте
Нет, давайте здесь я уточню один момент очень важный. Смотрите, тут же идет противопоставление очень серьезное. Соловьев в Покровске, он Да, как бы, торпедирует заявление и интервью, большое интервью Сырского. безусловно. Это прям все видят, Конечно. да? Да. Но если условно эту борьбу пиаров, потому что интервью Сырского это чистой воды пиар, просто в другом исполнении, да, и точно так же, как бы, это вот одна история, это условно Соловьев и Сырский. Сырский говорит, у нас там в Хорошо. Покровске все хорошо, а Хотя, Соловьев... когда-то Соловьев с Зеленским спорили, кто-то кого-то приглашал на встречу, в Брионе, не в Брионе, это было очень давно, давай встретимся там, помните, это была старая история, поэтому, ну ладно, давайте Соловьев и Сырский, да. Нет, я имею в виду сегодняшняя история. Я да, понял, здесь. да. То Купянск это конкретно к Путину. Потому что 10 дней назад Путин приглашал всех журналистов пройтись по кварталам Купянска. А тут, смотрите, Зеленский возле Стеллы Купянска и говорят, вот мы усиливаем переговорную позицию. Поэтому тут такие два очень важных прокомментировать с этой позиции. Хорошо, Саша, давайте тогда так. Не хотел я так цеплять, но смотрите, если уж так пошло, Путин говорит, я приглашаю журналистов, а Зеленский что, пригласил журналистов? Вот, понимаете, если уже так делать, условно, еще раз говорю, я не хотел заваливаться в эту тему. Ты хочешь пропиариться, ты хочешь отбиться от Путина, наоборот, показать, что ты круче, вот так. Собери журналистов, особенно вот зарубежных журналистов, да, возьми с собой группу, сделай репортаж, дай там интервью, поговори с ними. Очень важно. Вот очень важно, если там люди работали или работают, или у кого-то есть из пиарщиков Зеленского мозги, очень важно было показать беседу, то есть встречу Зеленского с жителями. Он же что приехал? Он приехал к Стелле или он приехал к людям? Если он приехал к людям, поговори с людьми. Поговори, вот кто там есть, спроси, есть ли у них вода, есть ли у них электричество. Тогда это было бы, по крайней мере, знаете, такой ответ хороший. Вот я, мол, действительно президент, да? Вот я приехал, я не боюсь, журналисты это увидели, растиражировали. Он День сухопутных войск, праздник, он награждение проводит. Это я видел, но, по крайней мере, мы говорим, вот Зеленский сам себя фотографирует, на фоне Стеллы, да? Ну и что? Вот ты что, приехал к Стелле? Понятно, дальше уже следующее, фото, видео о том, что он приехал. Кстати, а кто там командующий вот этим направлением, вот это где Купянск, кто вообще командир вот этой группы, этого направления? Я вот читал депутата Безуглую, депутата Верховной Рады, она говорит, что командующий там Дропатый, да? А была встреча вот Зеленского с командующим Дропатым? Я что-то не видел. Я тоже не обратил внимания. Операция приписывается ему, успех на том направлении, а с ним, получается, Зеленский не Сырский был, да? Да, то есть я к тому еще, что, понимаете, если мы не видим командующего, ответственного за это направление, если Зеленский хочет сравниться с Путиным, и он сравнивает себя, я и Путин, да, он же всегда, я и Путин, вот он же бегал раньше, он бегал. Я помню, этим летом он бегал по Астане, говорил, Путин, выходи, я вот здесь, давай встретимся, Путин. Он все время хочет с кем-то встречаться, Зеленский. Он хочет встретиться с Путиным, он хочет встретиться с Трампом. Он на этой неделе, кстати, он дважды так вот съерничал по поводу позиции Китая. Он вдруг вспомнил про Китай. Что, то есть он хочет быть с великими, да? Поскольку с великими и великие его не принимают, он тогда бегает туда, куда его принимают. Уже не совсем великие, они себя называют лидерами, он себя называет лидерами, он ездит в Европу, к Стармину, там, к Мерцу, Макрону и так дальше. Так вот, давайте закончим эту тему. Я не верю. Вот я как человек, когда я смотрю вот эту фотографию Зеленского, все вот эти действия его в Купинске, я не верю. Знаете, по Станиславскому, не верю, неправда це. Да, я понимаю, что это вот, первое, это подняться на уровень Путина,
Второе, это чисто пиарная акция, предвыборная или уже избирательная кампания. Да, сюда это ложится, да, что вот я, выберите меня снова. Вот видите, в Одессе блэкаут, в Сумах давно блэкаут, Украина грузится, погружается в темноту, в то, что мы вначале с вами говорили. А вот я вот в белом плаще продаю вам, украинцы, эмоцию. Вот это самое страшное, что получила Украина и что получили люди, да и все мы, с тем, когда Зеленский пришел к власти. Он всегда продавал и продает эмоцию. Он продает, он не говорит о сущности, он не говорит о проблемах, он не говорит о решении проблем. Теперь, как это сказывается, потому что вы вот такой очень серьезный круг вопросов зацепили. Турция, Одесса, встреча Эрдогана с Путиным. Эрдоган отстаивает национальные интересы Турции. Он не друг Украине, он не враг России, он отстаивает интересы Турции. Он видит проблему в Черном море, он понимает, что это проблема его, поэтому он приезжает в Ашхабад, поэтому он встречается с Путиным, поэтому он говорит с Путиным о конкретных вещах. Да? Давайте объявим мораторий на то, чтобы не обстреливать порты, и давайте объявим мораторий на то, чтобы энергетическую систему, потому что страдает Турция. Вот, это конкретика. И он говорит с Путиным. Был такой момент в Ашхабаде, там, значит, в группе журналистов, ну, всегда в последнее время есть один из журналистов, он в пуле Путина, он берет интервью, ну, узнаете сами, не хочу пиарить его. И вот этот журналист говорит, что я просил Эрдогана о встрече, о комментариях после встречи с Путиным. Но, значит, Эрдоган пообещал, но потом прошел мимо и не дал интервью. Я так понимаю, что Эрдоган отказался от интервью, ему нечего было сказать. То есть он был недоволен. И вот эта вот встреча, недовольство, дальше перекидывая мостик на Одессу, на реальность. Вот мы увидели, что не договорились. Не договорился Эрдоган с Путиным. Эрдоган просит, а Путин отказал. Вот и все. И вот полетели ракеты в Одессу. Почему Путин отказал? Это же не только Путин. Перед этим спрашивали у Пескова, да, что вот есть, значит, предложение Украины на то, чтобы давайте не бить по энергетике, давайте перемирие сделаем. Да? Песков что ответил? Мы хотим говорить о мире, а не о перемирии. То есть он сказал нет. Еще там у кого спрашивают, по-моему, Лавров, все в России приняли решение. Ни на какие перемирия не идти, потому что это все хитрость Зеленского, это все хитрость Европы, вот так в России, да, думаю. Поэтому нет, поэтому будем бить. А на предвыборное перемирие пойдут или нет? Ну вот Подоляк же вышел, сказал, значит, нам надо перемирие и денег. Ну как это, $1 миллион и вертолет. Миша хороший и денег. Миша такой простой парень, знаете, как угол дома. Вот это просто... Вот он просто выходит, знаете, вот, ну... В принципе, это не Миша, это Зеленский, это Зеля. Они одинаковые. Что Миша, что Зеля, что этот Литвин. Они одинакового уровня, одинакового склада ума. Просто, ну, кого-то запускают, да? А что касается перемирия, что касается выборов, это важно. Это важно. Почему? Потому что и Путин, и Трамп, заметьте, они по отдельности, но в начале Путина я слышал, а теперь я слышу Трампа. Кстати, достаточно много от того, что сейчас говорит Трамп, я раньше слышал от Путина. И у меня такое сложилось впечатление, это не только у меня, но я буду за себя говорить, что некая договоренность, которая была достигнута между ними на встрече в Анкоридже, она соблюдается. Она соблюдается. И какая-то логика, потому что вы говорите о логике, вот какая-то логика, это мне представляется, логика действий Трампа, она идет от той встречи. Смотрите, некоторые люди считают Трампа амбициозным, непонятным, он говорит одно утром. Это правда. Он говорит, слушайте, он
избранный американцами президент. Он может говорить все, что угодно. Но в этой говорильне Трампа есть очень четкая логика и есть очень четкая система. Система, если он прочитывается. И когда Трамп говорит: слушай, Зеленский, у тебя нету там демократии. У тебя нету демократии, Зеленский. У тебя вообще выборов не было давно. А ну-ка сделай выборы. Он говорит так, как он говорит. Понимаете? Он говорит: я хочу, чтобы ты, Зеленский, обеспечил выборы. Выходит Миша Подоляк и говорит: знаете, перемирие и деньги. Да? Дайте деньги, дайте перемирие. А слово перемирие набивает оскомину у России, набило оскомину, потому что этот год подходит к концу. Можно подвести маленький итог. Март месяц. Путин предлагает энергетическое перемирие. И он в одностороннем порядке не просто объявил, он придерживается этого перемирия. Я помню, как Зеленский через Бубу: да что там, да какое перемирие, да мы там не давали слова, а мы давали. Потому что Украина тогда била по нефтеперерабатывающим заводам. Мы там не 18 марта, 21. Короче, всю вот эту клоунаду мы видели, да? А дальше было предложение перемирия пасхального, потому что был Великдень, была Пасха. Да вот, дальше было перемирие ко Дню Победы. Эти все перемирия российская сторона соблюдала. Соблюдала. Точка. Зеленский тогда это не соблюдал. Что-то в части не нравилось ему. Теперь пришло время, и Зеленский бегает, говорит: я хочу перемирие, дайте мне перемирие. Ему говорят: смотри, вы же употребили логику. Смотри, логика. Была весной такая ситуация. Мы тебе предлагали, ты не хотел, ты ерничал, ты плевал, ты отказался от этого. Что случилось? Что произошло? Что ты вдруг вот так вот теперь забегал? Но, что касается перемирия, это важно. И более важно выборов, потому что когда Трамп сказал выборы, до этого Путин говорил: а с кем разговаривать-то со стороны Украины мы можем с кем угодно, но вот подписывать. Есть проблема легитимности украинской власти. Поэтому выборы нужны и России. Я бы не так сказал, что выборы нужны России. России нужна легитимная власть на Украине, а легитимной власти не может быть без выборов. Поэтому выборы, Трамп говорит, должны быть. Путин говорит: мне нужна легитимная власть. Все равно, так или иначе, выборы. Я не думаю, что сейчас будет принято решение о том, что давайте мы прекратим обстрелы, давайте мы прекратим поражение энергетической системы. Сегодня нет. Но через какое-то время, может быть завтра, может быть через неделю, мы придем к этой ситуации, и тогда, я имею в виду, это и Украина, и Соединенные Штаты Америки, и Россия, основные игроки, да, и Европейский Союз, к тому, что если хотите провести выборы, то как? Их надо обсудить. С кем? Самое важное – сущность. С кем? Потому что Трамп, американцы говорят, Трампу нужно соглашение, дайте мне сделку, подпишите. Все, я навел порядок, я там 9-й мир в мире закончил 9-ю войну, 10-ю, ему это надо. Окей. Сущность, может быть, его не интересует. Его интересуют территории, а Запорожская атомная станция его интересует, его много чего интересует, да? Но теперь с кем? Когда идут разговоры о выборах, люди, переговорные группы, делают свои предположения или предложения. Это называется преддоговорная позиция, да, или предварительная позиция. Так вот, какая позиция есть у Европы? Приблизительно мы можем знать. У Англии точно. У Англии есть предложение: вот Зеленский остается или Залужный. Условно, да? Вот нате вам, кушайте. Соединенные Штаты Америки пока не говорят о своих кандидатах. А если такой кандидат у России? Если такой кандидат от России? Я буду говорить от себя лично, потому что я контактирую со многими российскими политическими экспертами, некоторыми политиками. У меня есть информация именно российская, но это моя личная, это информация Вакарова, это не информация Лаврова, Путина, не дай бог. Да? У России нету своего кандидата.
У России нету своей позиции относительно выборов на Украине. О, Ну, смотрите, как нет позиции? Ну, то есть Саша, вы... мы с вами в этом, потому что я что-то не вижу. Все Куда ты? хорошо. Все Да, хорошо. да, Я все просто вас не хорошо. вижу. Мгм. Нет, просто интересно, а как это? Как потребность или заинтересованность в выборах есть, а кандидата нет? Ну, Нет, нет. погодите. Сейчас активно раскручивается история с тем, что тут героя России дали Деркачу, да, бывшему, скажем, политику украинскому, теперь политику российскому, в офисах которого, собственно, вот происходит всякое непотребство. Двушечка в Москву, мы ее, помните, обсуждали в прошлый раз, она тоже с ним связана. Вот сейчас, смотрите, ну, якобы связана. Вот сейчас вот у него звезда героя. Говорят, что он там, собственно, пытается кукловодить со своей стороны. Вовсю сейчас... Понимаете, в чем дело? Я вот поражаюсь вот этому магическому мышлению. Все говорят, ага, Деркач, вот, это сейчас там Банковая через Деркача продает России какие-то там проекты типа оппозиционные. Называются какие-то блогеры, которые типа как бы вот завязаны на Деркача. Вот эта история там с Минтичем отдельным идет, ну, да, вот этим, Да. скажем так, шлейфом о том, что, ага, значит, они там все заодно. Тут Коломойский со своими инсайдами про покушение. И вот это все варится, варится, варится. Ага. А вот вы, как там политический эксперт, выходите и говорите, а нет ни у кого Нет, наметок с российской нет. стороны, кто может быть условно удобоваримой фигурой с точки зрения выборов. Если пойти на Красную площадь в эти дни и с той стороны, где заезжает Дава в офис Путина, то там можно увидеть очередь из бывших политиков украинских, их делегаций, доверенных лиц от них. Да, это правда. Я не шучу. Я был там, я видел. Не, на Вы, самом вы, деле... вы Да. в очереди тоже стояли? Вот, Саша. На самом деле, конечно, я говорю образно. Дело вот в чем. Вы хотя бы сориентируйте, вы какой по счету и кто за кем вы и кому очередь передаете. Да, Или вы это, я понял, вы только спросить. Да, я тільки запитати, да. Хотя более ушлые люди, украинцы уже начинают там продавать очереди. Помните, когда есть дефицит зачем-то, становишься с утра в очередь 5 часов, а потом ее продаешь. Я и такие времена помню в Киеве, да. Вот. Но если, значит, каждой шутки есть доля шутки, смотрите, самое главное, что есть в России на сегодняшний день, к сожалению, для меня, опять-таки, это моя информация. Есть много людей, которые влияют на принятие решения, которые мыслят таким образом. Нам не нужна территория Украины, это 100%. Россия – это капиталистическая страна. Здесь все считают, здесь все просчитывают. Это не Советский Союз. Поэтому миф о том, что там Путин хочет захватить всю Украину, это миф. Когда я задавал одному политику российскому вопрос, я говорю, вот смотрите, я сам родом из Закарпатья, я бы хотел, чтобы, возможно, в одном из вариантов Ужгород был территорией Российской Федерации, чтобы Ужгород как областной центр был, значит, областным центром, но уже состава Российской Федерации. Такой провокационный вопрос. Мне было сказано очень жестко, очень четко, что все, что касается Западной Украины, мы считаем ошибкой. Мы считаем ошибкой политику Сталина, когда Западная Украина стала частью Украинской ССР, а потом уже и составной частью СССР, потому что это другая культура. Католики, греко-католики, это сотнями лет воспитывали совершенно другой цивилизации. И даже Берия не смог навести там порядок. Поэтому это другая культура, это другие гены, это другая часть цивилизации. У нас нет интереса никакого к Западной Украине. Хочет быть в Европейском Союзе или хочет быть отдельно в Польше. Все, это закрытая тема.
Дальше. А вторая тема. Нас не интересует вся остальная часть территории, в том числе вот Киев и так дальше. Да, нас интересует Одесса, нас интересует юг, нас интересует восток, потому что там живут люди, которые наши, мы их хотим защитить, это наши земли, покрытые кровью, и вот это мы хотим. Вот так приблизительно, еще раз говорю, это люди, с которыми я общаюсь, говорят вот таким образом. Да? Вот нам территория не нужна, и нам не нужны эти люди. Дальше. Третья позиция. Мы не будем ни копейки, если и когда будет какой-то мир или что-то. Российская Федерация никогда ни копейки не отдаст на освоение украинских земель, украинской экономики. Мы достаточно наелись как империя, я имею в виду еще при императоре, мы достаточно наелись как в Советском Союзе. Мы отдавали на Украину огромное количество денег, мы давали людей, мы давали технологии. Да, мы хотели показать Украинскую ССР как витрину, да, Западу. Это была ошибка, потому что в это же время мы не осваивали территории свои, то есть внутри Российской Федерации, да, на то время РСФСР. У нас есть на сейчас цель развить Сибирь. У нас есть огромные территории, где мы хотим, и чтобы там люди жили, чтобы там экономика была. Мы реально хотим возрождать Россию. Вот так здесь мыслят. Понимаете, я ни разу не слышал подобных вещей раньше, и я ни разу не слышал, к сожалению, от людей, которые живут в России, к вам на прекрасные интервью дают, да, но они не говорят правду. Правда приблизительно вот такая. Еще раз говорю, это от меня идет. У меня нету... Так это, подождите, по вашей логике, значит, я тогда два момента не могу понять. Момент первый, так а что за очередь в Кремле? И вот. Момент второй, так а чего, давайте... Я знал, что вас это заинтересует. Нет, так давайте тогда все да, давайте. По линии, так по линии. Давайте. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Первое, значит, это очередь. И второй какой вопрос вас интересует? Очередь и вот эта история давайте тогда заканчивать как есть. Вообще можно быстро договориться с той логикой, которую вы сейчас транслируете. Понял. Так вот, значит, если внимательно слушать Путина, да, что он говорит, как он говорит, то Владимир Путин, крайнее его заявление или последнее, он сказал, что мы все равно достигнем цели СВО. Дипломатическим путем или военным, но мы все равно ее достигнем. И то, что он говорит, он это сделает. Он готов это сделать. У России есть средства для того, чтобы это сделать. И это будет сделано. Это очень важно. Это очень важно, что он сказал. Мы все равно достигнем таким путем или военным. И именно в этой логике, Саш, если вот понять, что говорит Владимир Владимирович, именно в этой логике и действует Россия. Почему Эрдоган попросил, а Путин отказал? Почему Украина просит, там Миша просит, Зеленский просит, Европа кричит, что перемирие, а тут говорят, нет, перемирие – это блеф. Нас уже обманывали много раз. Поэтому мы будем идти, мы освобождаем город за городом, населенный пункт за населенным пунктом. Мы идем, мы не останавливаемся. Вот это очень важно. Поэтому здесь, в этой логике, перемирие, выборы на Украине – это вторичный или третичный вопрос здесь, в России. Это вот такая логика. Поэтому, да, интересует Одесса, да, интересует Николаев, интересует Черное море, но оно интересует нас с точки зрения, если это будет наше. Вы бьете по нашим танкерам в Черном море. Вы же били, Украина, вы били по танкерам, вы били по, которые нефть везут, вы били по танкерам, которые подсолнечное масло везли. Вот вам ответка, вот получите. Это же было предупреждение? Было. А теперь, когда Россия начала бить, я говорю в этом периоде, не с 22 года, а сейчас, тут же уже Эрдоган прибежал и говорит, да вы что? Нет, даже дорогой товарищ Эрдоган, будет вот так. Это, чтобы было понятно однозначно, вот почему такая позиция на сегодняшний день. Ни о каких выборах здесь речь не идет. А вот об очереди, это очень важно. Деркач, я знаю, конечно, что он получил Героя России. Кроме Деркача, здесь есть порядка 40 бывших депутатов Верховной Рады Украины.
здесь есть бывший президент, бывший премьер-министр, бывший генеральный прокурор, министр обороны. Тут, короче, заруб ведро украинских политиков. Огромное количество, Саша. Да? И у всех у них есть амбиции, во-первых. У некоторых из них есть ресурсы. И амбиции, и ресурсы, если их объединить, понятное дело, у многих из них есть цель вернуться на Украину, вернуть свои активы, жить там, еще есть некоторые, у которых отомстить и так дальше. Но есть два объединения, которые тут зарегистрированы. Одно из них, первое, общественная организация, это Комитет спасения Украины, он был зарегистрирован еще в 2015-2016 году, его возглавляет Азаров Галаянович, бывший премьер-министр Украины. И второе общественное движение называется «Другая Украина», которое ассоциируется с Виктором Медведчуком. Там есть, в это движение входят многие и депутаты Верховной Рады, политические силы. То есть это легальная организация общественная. У них есть центры, у этого движения есть центры. С точки зрения Российской Федерации. Конечно. Потому что с точки зрения Украины это враги. Да. Я говорю за Россию, потому что я вам отвечаю по поводу очереди в Кремль. Да. Так вот, у другой Украины есть свои там центры в Крыму, в Ростове-на-Дону. Итак, есть огромное количество депутатов, политиков, и есть всего два легальные объединения, через которые можно что-то делать. Движение «Другая Украина» говорит о том, что украинцы и россияне должны быть воссоединены. Это один народ. И Украина как государство не должно существовать. Это может быть территория с названиями, но обязательно в составе Российской Федерации. Такая позиция. Эти люди не стоят в очереди за властью, но есть другие. Вот вы назвали, я могу назвать еще многих фамилий, которые хотят, и у них есть цель вернуться на Украину, получить власть. Что говорит Россия? Это очень важно. Россия говорит, знаете что, ребята, я прошу прощения, вы просрали свою страну, так говорит Россия. Вы просрали свою страну, мы вас тут приютили, мы вас обогрели и так дальше. А что вы сейчас хотите? Вы хотите на плечах русской армии зайти и получить власть? Да мы вас всех видим, мы вас всех просчитали давно. Вот такая реальность здесь. Поэтому эти люди, которым отказано уже, но они тем не менее хочет вернуться к власти Виктор Янукович. Он стоит первым в очереди. Первым в очереди. Нет, вы серьезно сейчас? Саша, Потому что многие посмеиваются над этими всеми вещами, что Янукович может вернуться. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю еще раз. Это моя точка зрения, это моя позиция, это то, что я вижу, это то, что я знаю, это информация, которой я обладаю. Так вот, Виктор Федорович Янукович хочет. Он спит и видит, как вернуться к власти на Украину, как засесть снова в свой кабинет. Есть люди в его окружении, бывшие генеральные прокуроры. Читайте фамилию, давайте посмотрим, да, бывшие министры обороны, бывшие министры внутренних дел. Ну, посмотрите, кто был в составе правительства Януковича, вот эти с 2010 года. Это все желающие. Это вот список желающих, которые в первую голову стоят там в очереди. Дальше посмотрим депутаты Верховной Рады, которые находятся здесь, да, не входят в движение «Другая Украина» здесь. Вот это второй состав очереди, которые хотят. Были депутаты с Харьковской области, были депутаты с Киева, я имею в виду региональные, да, лидеры, которые здесь находятся в России. Они стоят во второй очереди, во втором списке очереди желающих попасть во власть на Украину, вернуться. Вот вам. Понимаете, я более чем откровенно говорю. То, что люди в Киеве или политики, которые сейчас находятся в Европе, я имею в виду украинские, как вы говорите, смеются, думают, что это шутки. Это не шутки. Это так есть. Если, можно насмех все поднять, можно все шуточку перевернуть, но на самом деле это серьезно. Две позиции, чтобы я был правильно понят. На сегодняшний день Российская Федерация говорит, нифига, вы на плечах российской армии никуда не зайдете. Просто не зайдете, потому что вы
я уже говорил, что сделаю со своей страной. Но у них желание такое есть. Это противоречие. Как оно будет разрешено, в каком будущем, я не знаю, посмотрим. Но вот ситуация такая. Значит, ну, вообще, конечно, очень интересно, то, что Янукович правда хочет. Да, тут понятно, я помню, запускали историю несколько дней назад, потому что вам тоже попадалось, что он летал прям к Трампу, тоже, Саш, как, Саш, ну, то ну есть, послушайте, ну давайте так уже. Если вы меня расковыряли, значит, недавно у Януковича был день рождения. Недавно у Януковича был день рождения. Он его праздновал здесь, на территории России, не буду говорить где. И люди, которые приходят к нему из его же окружения, они говорят, там, Виктор Федорович, вы наш президент, мы вас поздравляем. То есть это все работает, это все так люди живут. Все, больше не буду. нет, подождите, раз уж расковыряли, так давайте. А есть сценарий, при котором Янукович вернется? Сценарий был, мы все его знаем, это было в 22 году. Сценарий не удался, я не хочу там ковыряться, это уже прошлое. На сегодняшний день сценария нет. Вот в этом и проблема, что, еще раз говорю, когда вот, ну, Россия, я имею в виду высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Вот я вот слушаю, что говорит Путин, что говорит Лавров, что говорят другие люди, дипломаты, да, депутаты. Они говорят всецело, они говорят, что мы достигнем цели СВО. Это первое. И мы, Российская Федерация, будем договариваться с единственной страной в мире, это Соединенными Штатами Америки. И мы ведем переговоры с Соединенными Штатами Америки. Это второе. Третье. У нас есть партнеры, есть друзья. Это Китайская Народная Республика, это Индия, это страны БРИКС, страны Юга. Мы же видим это все. Где был последний раз? Вот Путин был в Ашхабаде, а перед этим он был в Индии. А сколько раз он созванивается с Си Цзиньпинем? Господин Си Цзиньпин был на День Победы в Москве. Путин был с визитом в Китае. То есть, понимаете, это все так есть. Это просто-напросто в средствах массовой информации там в Киеве, во Львове или на Украине, или даже в Европе это не обсуждается. Или идет таким, ну, штришком. А на самом деле Россия живет вот этой жизнью. А Россия говорит, вы, Европа, хотите нас ограбить, хотите забрать у нас деньги, золотовалютные запасы, там 300 миллиардов, 210 миллиардов евро, да, вокруг этого. Мы знаем, что вы хотите это сделать, вы хотите нас ограбить. Но это, возможно, будет казус белли. Как мы будем отвечать? Посмотрим. Я о чем говорю, что нету контакта у России с Европейским Союзом, с Европой, как с Европейским Союзом в целом и с Европой как частью. Но это не значит, что у России нету контактов с другими странами. Вот три позиции. Вот три позиции. И так оно идет. Мельтешение по поводу Зеленского заявления здесь показывают, здесь рассказывают о нем, потому что, ну, он же циркач, он же нелегитимен, поэтому к нему здесь отношение как именно вот к циркачу, как именно с одной стороны, как смешному парню, но с другой стороны, как кровавому диктатору, как нелегитимному человеку, как человеку, который организовал самое большое преступление – это давление на русский язык. Второе преступление его – это давление на православную церковь. Вот как здесь видят Зеленского. Его не видят как с другой точки зрения, понимаете? Вот его не видят с другой точки зрения. И вот в этом Россия спрашивает, здесь спрашивает, скажите, пожалуйста, кто, вот вы меня спрашиваете, я вам рассказал о людях, которые хотят вернуться к власти, а теперь Россия говорит, а кто на Украине или в Украине есть человек, есть люди, которые могут сказать, я защищу русский язык, я защищу православие, я восстановлю конституционный строй, я верну конституционный суд, я сделаю так, что с Украиной будут считаться, что Украина, если сказала что-то, она обязательно сделает. Вот здесь задают этот вопрос уже годами. Ну, последнее время, последние месяцы я это слышу вот
постоянно. Вот я там, где я кручусь, где я верчусь, где я работаю, я слышу эти вопросы постоянно. Так есть на Украине такой человек или группа лиц, которые способны дать ответы на эти вопросы и сказать, я это сделаю. А что мы обсуждаем? Мы обсуждаем то, что Зеленский сказал, Сырский сказал. Давайте еще Белецкий что сказал Буданов, что сказал этот самый посол Залужный. То есть мы это обсуждаем. А здесь это не обсуждают. Здесь Два это момента, неинтересно. которые я хотел бы с вами обсудить. Это ситуация, как говорится, возле тела Зеленского. Такая интересная ситуация. Говорит, не нужен мне офис. Справляюсь и без главы офиса. То есть... Но все больше и больше доносится разных, таких кулуарных каких-то. Оно, понятно, можно списать на сплетни. А может, это и сплетни и есть. Будем сидеть с вами сплетничать. Короче, Ермак постоянно рядом с Зеленским. Но не физически, на фотографиях его нет. А, давайте так, незримо. На связи. Вот через этот новый 17-й iPhone, который он засветил на стеле Упенск. Не Купенск, а Упенск. Значит, они постоянно с ним переписываются. Короче, он рулит всем и продолжает. Поэтому такой герой Зеленский говорит, да я могу и без главы офиса. Очень интересно это все выглядит, потому что заявление это, опять-таки, это был момент отчаяния. Крик вот этот «Меня оклеветали», говорил Ермак, помните? Я пойду на фронт. Да. Вот это... Ни фронта, ни вот каких-то таких новых заявлений. Тихо, тихонечко. И отсюда рождаются вот эти истории, что, судя по всему, он теперь не лично с ним, да, на ушко шепчет, а в наушнике у Зеленского, собственно, этот Ермак уже где-то с помощью видео или новых технологий. О чем это нам говорит? Означает ли, что они оправились от шока? И что вы думаете по поводу новых пленок, которые анонсируют? Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос, Саша. Хухрю мы не увидели. Хухря это Данилов, который торговал санкциями. Конечно, да. Мы не увидели вообще ничего, но опять мы увидели анонс, что слушали Шефира, тоже первого помощника Зеленского, и в этом есть большая проблема. Так а что с Ермаком? Так а что с Шефиром? Легитимная власть на Украине закончилась в прошлом году. И в прошлом году, когда многие люди понимали, что Зеленский не пойдет на выборы, а в мае месяце заканчивается его срок легитимности, они ушли. Я обратил внимание, что в конце марта, в начале апреля прошлого года ушло 3 чиновника из администрации президента, офиса президента. Первый человек ушел, это Днепров. Днепров был замглавы администрации, он был главным чиновником там. Я забыл, как это должность называется, но он формально был главным чиновником, да, там замглавы по кадрам, по всем делам. Он ушел. Вторым ушел советник по инвестициям. Я сейчас вспомню его фамилию, я с ним лично знаком, с его сыном, у него сын депутат, просто фамилия вылетела, сейчас вспомню. Но он на Украине, он говорит, но он ушел. И третьим ушел... наверное. Да, Олег Устенко, вот точно. Спасибо большое, Саша. И третьим ушел Шефир. Шефир был не просто первым помощником, он был, это во-первых, государственная должность, государственная служба, он был из семьи, из самых близких друзей, он был на формальной должности. Ермак же не из семьи, Ермак так пришлый. Вот, и Шефир ушел. Тогда я задумался, а почему Шефир ушел? То есть что случилось? Был бы, там же все вот эти ребята есть, крутятся вокруг него с 95-го квартала. Значит, грамотный человек, во-первых. Во-вторых, понял, что к чему это приведет. И пока Зеленский легитимный, он говорит, подпиши, вот ты же президент, все. То есть он в домике. С точки зрения Конституции Украины, законодательства Украины, Шефир в домике. Почему всплыли сейчас пленки Шефира, это самое важное. Вот если бы об этом говорили на Украине, я бы понимал, что там какая-то политика есть. А когда мы говорим об Упенске, об этом селфи, это чисто для того, чтобы перебить тему. А тема важная, потому что Шефир
пленках, а в СИЗО Коломойский. Вот вам линия поведения. Шефир в пленках, потому что Шефир – это источник информации, это реальный кошелек. Это человек, который был при власти с Зеленским, а не просто так около власти. Это тот человек, который, помните, там на пленках есть, ну, в тех пленках Миндича есть один эпизод, когда Шефир говорит: слушай, а почему мы должны, значит, залог, когда этого Чернышова, да, первый раз арестовали, Шефир говорит: а что мы должны за него залог давать? Смотри, он какой жирный, у него и та собственность. То есть он принимал решение, он влиял на принятие решения. Понимаете, это человек, непонятно становится, кто принимал решение, Шефир или Зеленский. Здесь уже значит, проблема Шефира это гораздо ближе к Зеленскому. Это, еще раз говорю, там одно целое. Там непонятно, где Шефир, где Зеленский. Поэтому это очень серьезное заявление. Второе, касательно Коломойского. Смотрите, Саша. Идут выборы 2019 года. Регистрация кандидатов в президенты. Приносят адвокаты Зеленского в Центральную избирательную комиссию пакет. Ну, формально так должно быть, это закон. И в ЦВК просматривают листочки, и там есть одна проблема. Оказывается, Зеленский не был прописан, он был выписан. Такая бюрократическая проблемка, но за нее зацепились и сказали адвокатам, что, слушайте, тут проблема, мы Зеленского не можем зарегистрировать как кандидата в президенты, потому что с точки зрения вот инструкции, пункта такого-то, начался шум, что, как делать. Обратились к Коломойскому, а поскольку Игорь Валерьевич на то время был главным банкиром, главным кассиром, он сказал: сколько стоит вопрос? 300 тысяч, 300 косырей, 300 тонн, ну, короче, 300 тысяч долларов. Он берет, выдает, эти адвокаты берут деньги и заносят дубовику. Дубовик – это тот человек, который всегда, я сколько помню Центральную избирательную комиссию, он всегда там был. Он берет взятку, и таким образом эта тема закрылась. Коломойский знает об этом. Он ведает этой информацией. Он ее задокументировал. И сейчас то, что Коломойский шумит из СИЗО, там, Миндич убили, это все не про суть. Это все пиар, это все отмывка. Зеленский говорит, Коломойский говорит Зеленскому: слушай, Зеля, значит, ты уже скоро не будешь президентом. У меня к тебе есть разговор. Выпусти меня отсюда. Выпусти меня отсюда, потому что если после тебя придет другой человек, я с ним не буду иметь дел, и меня посадят. Меня посадят там за убийство, за мошенничество и так дальше. Вот о чем идет речь. Идут сейчас разборки в этой этнической группе одной. Она такая небольшая, но она, видите, очень серьезно влияет на власть. Шефир, Коломойский, до этого мы обсуждали Миндича, Ермака и так дальше. Вот. Это же все одна этническая группа. У них происходят разборки внутри себя. Они деребанили всю страну. Они деребанили Украину. И им вообще начхать на людей, на народ. Я прошу прощения за эмоции. Так вот эти темы сейчас всплыли. Вот эти две темы всплыли. И их надо обсуждать. Понимаете, когда мне говорят, один человек мне сказал, что, слушай, есть такая пословица: лохов на переправе не меняют. Ну, типа, коней. Я говорю: кто лох? Типа Зеленский? Ну да. Я говорю: это еще надо посмотреть. Лохов на переправе не меняют или других? И лох ли Зеленский? Я почему перешел на такой разговор? Потому что эти люди, они так мыслят, они так говорят. И у них сейчас не война, Саша. У них не Одесса. Перестаньте. У них разборки внутри. Значит, где имущество, на ком оформлено, кто кому обещал, а было ли вот это. И вот они разбираются. Господин Умеров на этой неделе встречался с руководителем ФБР. С руководителем ФБР. Эта информация прошла. О чем они там говорили? Что Федеральное бюро расследования, руководитель... Об Украине, Василий Дмитриевич. Конечно, да. Слушайте, но Умеров, он же представитель Украины. Кэш Петтель, зная эту информацию, не только то, что я вам сказал, гораздо глубже, и имея доказательства, он предъявил Умерову некоторые факты, чтобы тот передал Зеленскому. Вот
главная смысловая вещь, о которой мы с вами говорили в начале передачи, я бы хотел закончить. На Зеленского давят и будут давить. На Умерова давили и давят. Он сам под этими всякими крюками. Да, нету в окружении Зеленского ни одного человека, который не был бы на крюках. Ермак в этой ситуации красавчик. Он сидит в Женеве, он в Швейцарии, он сидит в Женеве, оттуда дает команды. Ермак в Женеве? Конечно. А вы что думали, он что, на фронте? В службе внешней разведки. Почему в Женеве сразу? Итак, в Женеве, именно не в Вене, не в Афинах, не в Мадриде, в Женеве сидит. Последний розыгрыш, что сделал Ермак. Он позвонил Мише Подоляку и говорит: Миша, а смотри, значит, я слил тут в Лемонт информацию, и они напишут о том, что, значит, вот обмен территориями. Мы уходим из Донбасса, там референдум и так дальше. Значит, выходит статья в Монде со ссылкой французской прессы, со ссылкой на Подоляка. Это было позавчера, по-моему. Что вот он сказал, что вот возможно мы будем. Дальше выходит Литвин через несколько часов, этот советник Зеленского, говорит: неправильно поняли. Слушайте, Ермак сидит в Женеве, говорит, разыгрываем такую комбинацию. Миша Подоляк и Литвин сидят в одном кабинете на Банковой. И они все это вот чем занимается Ермак на сегодняшний день. Он не просто говорит там Зеленскому, что делать, он руководит. Он продолжает руководить, никуда он не ушел. Почему Зеленский такой сидит и говорит: слушайте, вот так тяжело поменять Ермака, наверное, сам буду руководить. Это он просто посыл дает людям. Я без Ермака не смогу. Вот как обстоят дела на самом деле. Понимаете, вот реалии, которые происходят. И в этом положении, почему я об этом кричу? Потому что в этом положении, когда Зеленских на крюках, когда у них происходит внутренняя разборка, когда все вот эти Ермаки и так дальше, Шефир пока нет. Но над ним колокольчик зазвенел. Это очень важно. Как в этом положении Зеленский, Умеров или еще люди, которые находятся сейчас у власти, могут принимать решения от имени государства Украины, от имени миллионов украинцев, чья жизнь зависит через год, через 5, через 10 от этих решений, которые будут приняты сегодня. От этих решений, которые будут приняты сегодня, зависит жизнь миллиона людей. А картина вокруг Зеленского, вокруг его окружения вот такая. Как они могут принимать решения? Вот он и ездит, делает селфи. Вот и идут вот эти самые всякие вбросы и так далее, и так дальше. Да? Ну, в общем, если Ермак в Женеве, то это, конечно, такая мега-новость, конечно. Мега-новость. Видите как? И никто, собственно, ни слова, ни полслова об этом не сказал. Ну, смотрите, господин Уитков приезжает в Берлин. То есть он прилетает, он человек конкретный, он человек, который за решение, и он не прилетел там в Париж, вот эта вся суета. Он говорит: нет, я хочу встретиться с руководителями, я хочу, и Зеленский пусть будет, я хочу встретиться. Я приехал с мандатом. Я приехал не говорить, потому что Трамп сказал: я не хочу разговоров. Я приехал за результатом. Дайте мне результат. Саша, ты бы хотел, чтобы Украина была в ЕС в 2027 году? Я вообще ЕС и НАТО вообще никогда не хотел. Я вот вообще даже, смотрите, я вот даже смотрю сейчас и думаю, знаете, о чем думаю? Вот этот безвиз Порошенко, помните? Нет, штука классная, отличная, 90 дней, вообще бомба. Да. Но не убыло бы, если бы заплатили там по 15 евро или, помните эти суммы за эту визу. Просто дайте возможность и механизм. Сейчас просто время ушло вперед, и можно зайти с телефона, с компьютера, задать запрос на эту визу, и тебе ее одобрят и вернут как гражданину Украины. Ну, заплатишь там эти 500 гривен, например, да? И было легче, чем вот эта политическая торговля, условно, этим безвизом, этим членством, этим всем. Ну, это так, наверное, прошествие времени, ты понимаешь. Это так, но смотри, дело в том, что сейчас миллионы, таких как я с тобой, миллионы украинцев
живут в Европе, да, в европейских странах, да, 1 200 000 живет в Германии, 900 000 в Польше, около 500 000 в Чехии, по 300 000 в Бельгии, Италии, Испании, я имею в виду, в Британии живут, да. А меньше всего украинцев выехало в Соединенные Штаты Америки и от войны спрятались, да, там всего 120 000, да. И если в Европе для этих граждан Украины была подвисшая ситуация, да, до вот лета, будет продлен вот этот механизм, значит, который, ну, скажем, от войны бежали, да, будет продлен вот этот статус, не будет, продлили. А вот в Соединенных Штатах Америки для этих 127 000 до сих пор непонятно, они зависли граждане Украины, которые сбежали в самую демократическую страну мира. Они зависли, они не знают, в каком они статусе. Почему я об этом говорю? Потому что вот это вот безвизовый режим, вот он во что превратился. Массово украинцы уехали в Европу, когда началась война. Хотели они туда уехать? Нет. Потому что те, которые хотели, они могли заплатить либо до порошенковского вот этого вот ассоциации, как ты правильно сказал, 15 евро, или могли уехать уже без денег. 70% граждан Украины. Я учился в Академии госуправления. Кстати, закончил ее с отличием. Причем это было высшие руководители страны, обучались там. Нам давали статистику. 72% людей, граждан Украины, ни разу не выезжали за пределы своего региона. То есть человек живет в Черкасской области, вот он и живет в Черкасской области. Ему там в Киев можно приехать где-то, ну, не знаю. А так он живет там. Ни разу, еще большее количество вообще не выезжали из Украины. Это небольшая часть людей, которые я любил ездить по делам, отдыхать. Мне нравилось изучать мир. Там в Австралию, поехали в Австралию. Там в Соединенных Штатах Америки я был десятки раз. В Европе, значит, перед Рождеством, ну, вот католическим Рождеством, можно было сесть в машину, поехать там в Будапешт, условно. Но я ездил туда, это видел, я сравнивал, обязательно возвращался домой. Ну, у меня не было никогда цели уехать, жить навсегда. И те, у которых были, да, пожалуйста, едь, пожалуйста, устраивайся. Но началась война, и миллион украинцев вытолкали из страны. Кто это сделал? Вот кто сделал так, кто довел эту ситуацию? Кто подставил миллионы людей, которые должны выехать были из страны, миллионы людей, которые живут на территории без света, мы говорили о блэкауте и так дальше. Это сделал Зеленский, Владимир Александрович, за которого люди проголосовали. И это сделало его окружение, которое сейчас в пленках и так далее. Это сделал весь состав Верховной Рады, который голосовал за мобилизацию, за вот это, вот это. Это все банда, это все организованная преступная группа. Дальше. Кто отдал территорию Украины под военные действия? Говорит же, ну, слушай, когда госсекретарь Марко Рубио в марте месяце этого года сказал черным по белому, это война двух ядерных государств, США и России, но это она называется прокси и происходит на территории Украины, значит, руками украинцев. Это же было. Люди же ездили в Соединенные Штаты Америки в 2019 году, в 2020, они видели, к чему идет, они понимали, что может быть война. И они сознательно пошли на то, чтобы подставить миллионы людей и отдать территорию под войну. Вот вопрос, который надо обсуждать сейчас. Вот вопрос, на который должен ответить Зеленский. И если Владимир Александрович хочет идти на выборы, а он хочет идти на выборы, он должен в голову себе первый вопрос поставить. А как я с людьми буду говорить? Вот я приду к людям, к украинцам, с программой, с какой-то программой. И я им буду говорить о программе, о будущем. Но перед этим я должен начитаться. Что я сделал за вот эти вот 6 лет? Что я, Зеленский, сделал? Как это? Сохранил Киев, столицу, в общем, борьба за независимость. Саша, мы с вами говорили в самом начале, что давайте проговорим о сущности. Вы снова хотите, чтобы мы вот это вот бла-бла-бла рассказывали, вот эту чушь? Так я он прошу прощения. Смотрите, он будет это говорить и говорить, да. что это главное. Так это не главное. А человек, у которого вот сейчас там
там молодежь берет эту 1000 гривен, ну вот эту, да, Да, Вовину, я знаю. и говорит, Да. я не могу скупиться. А говорит, а чё? А потому что там надо, чтобы украинский товаропроизводитель. А он смотрит у себя в корзину, а там, говорит, капуста не украинская. Майонез, или там, не знаю, там соус какой-то, Да, торчин, да, не да. украинская, потому что зарегистрированы уже компании. Короче, и мы такие смотрим, и ничего не можем купить, потому что оно как бы О, украинское, но не украинское. Зеленский хочет продать молодежи вот этот iPhone 17, да? И он думает, что это купят молодые люди. Но он должен продать пенсионерам, старикам, взрослым людям золотой унитаз. Потому что люди, взрослые, критически мыслящие, которые живут там, говорят, мы живем здесь, а ты и твое окружение заработали на нас, на войне, золотой унитаз. Так ты нам ответь, милок, как, знаете, как говорят, ты нам, милок, ответь, да? Сколько у тебя недвижимости, сколько у тебя золотых унитазов, почему сбежал Миндич, ну, Шефир, много, вопросов много есть, но самый главный вопрос один, ну, я уже обозначил, понимаете, если на этот вопрос не будет ответа, то это не выборы. Это не выборы. Это игра в выборы. Да, на Украине может состояться процесс, потому что, Соединенные Штаты Америки, они живут в парадигме, должна быть демократия. Ну, ладно. Хотя в Сирии правят ребята уже сколько месяцев, Ну, выборов самые нету. демократические в Сирии Да, правят, да. да, в Сирии вот... Василий Дмитриевич, я хочу, чтобы мы да. вот точку в эфире поставили сегодняшнем, вот ответом на такой вопрос. 25 число, Рождество по католическому стилю, это будет знаковая точка? Или примерно что-то типа Дня Благодарения, когда был выставлен очередной дедлайн, и вроде как все прошло, и ничего не произошло, но на следующий день после Дня Благодарения началось. 25 декабря ничего не произойдет. К сожалению, ничего не произойдет. Зеленский выкрутится. А вот 25 февраля 26 года будет ситуация приблизительно такая, которая была в феврале 2014 года, когда Зеленский либо убежит, либо заболеет, либо что-то с ним, какой-то несчастный случай произойдет, и власть перейдет в руки парламента, парламент будет реформирован, как хотите назовите, появится а-ля Турчинов, новый, исполняющий полномочия президента Украины, и тогда начнется выход из той ситуации, в которой мы находимся на сегодняшний день. Такой мой прогноз. Если вы хотите или люди думают, что это будет 25 декабря, возможно. Я тоже верю в сказку, я верю в Новый год. Я не верю в католическое Рождество, верю в православное, наше, 7 января. Но прогноз мой такой. Эта ситуация будет длиться еще, к сожалению. Она не быстро разрешится. А вот к февралю месяцу, к концу февраля мы увидим приблизительно этот вариант, который я спрогнозировал, или другой, но тогда на Украине будет новая власть. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Василий Дмитриевич, спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Подпишитесь на Вакарова в Телеграм, поставьте лайк этому видео и напишите, что думаете в комментариях. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.